Так, 8 часов 15 минут. А на наших карманных секунда в секунду. А на наших главных, Все точно. Значит, пора начинать. Так. Ну, здравствуй, малыш. Да, это я к тебе обращаюсь. То есть ко всем ребятам сразу, но и каждому в отдельности. Тебя как зовут? Вася? Так. Как? Оленька? Очень приятно. А тебя? Так. Ага. Буду знать. Да, запомнил. Всех запомнил. Очень приятно. А меня зовут дедушка так. Да. Это все удивляются. Почему меня зовут так? То есть так. О, это целая история. Дело в том, что я часовой мастер. Да, это я научил часы говорить. Ведь раньше часы были немые. Вот посмотри, малыш, вот это песочные часы. Пока песок бежит, время идет. Просыпется песок отсюда сюда, значит, прошла минута. Снова поворачивай часы, и снова бежит песок, и снова идет минутка. Конечно, можно сделать песочные часы и побольше, на час или на 2, а может быть даже на целые сутки. Но сколько ж тогда потребуется песку, а? Грузовик? И потом попробуй, переверни такие часы, а? Вот так-то так. А это солнечные часы. Вот видишь цифры? 12, час, 2, 3. Эти часы тоже молчат, но время показать могут. Вот представь себе, малыш, что вот эта лампа, Вот представь себе, малыш, что эта лампа — это солнце. Солнце светит, тень от столбика ложится на цифру, совсем как стрелка. Человек видит, 3 часа, пора обедать. А если солнце зайдет за тучку? Что тогда? Выходит, дело без обеда оставаться? Или наступит вечер? Тогда что? А тогда... Одну минутку. Что, ты думаешь, это свечка? Да, пожалуй. Но она не только светит, она и время отсчитывает. Сгорело полсвечи, значит, полчаса прошло. Еще полчаса, еще полсвечки. Но, конечно, такие часы в карман не положишь. Есть, конечно, и не фокусник. Но можно, правда, в руке носить. Вот.
А если ветер подует? А? Что тогда? И вот в один прекрасный день я сел в это кресло, выпил чай с вареньем, еще на смородину, и изобрел часы с колесиками и маятником. Они уже не зависели ни от ветра, ни от солнца, и поворачивать их не надо. Но самое главное, я научил часы говорить. Так, 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 так. Послушайте, а? Вы спросите, почему я научил часы говорить так, 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 а не тук-тук, тук-тук, или там блям-блям, блям-блям, пом-пом, пом-пом. А для того, чтобы почаще напоминать ребятам, что так, а что не так. Между прочим, после этого меня и стали называть дедушка так, так. Мне и сейчас иногда приносят часы в починку. Говорят, дедушка, помоги. Часы разучились говорить. И я чиню такие часы, лечу, учу говорить снова. И они опять весело тараторят. Так-так, так-так, так-так. А за починку я беру, что вы думали, леденцы? Нет. А? Что-что? Эскимо? А ты, девочка, что сказала? Ножные? Вот ты не угадала. За починку я беру сказки. Да-да, сказки. И этих сказок, басен, занимательных историй у меня накопилось, целый сундук. И вот я их тебе расскажу. Да нет, бабушка, не беспокойтесь, не все сразу, не все. Каждый вечер мы будем извлекать из сундука только одну сказку. Почему я сказал «мы»? А потому что я не один. Сейчас я тебя познакомлю. Ну, иди сюда. Иди сюда, я хочу тебя познакомить с ребятами. Ну иди, ну. Стесняется. Ну, я кому сказал? Кузя, ну смелее. Кузьма. Не так. Невежливо. А ну-ка, поздоровайся с ребятами как следует. Что значит не учи? Я старше, я и учу. Что, разве я не прав? Яй-яй-яй-яй, Кузя. Завтра посыпятся письма. Пес Кузя не умеет здороваться. Ну вот, совсем другое дело. Не учи. Вот что, малыш, я хочу рассказать тебе одну историю.
А ты иди поближе, садись и слушай. Слушай, слушай. Так. Жили-были большие старинные часы. Они висели на стене, ну, совсем как эти. Рядом с картиной, на которой потрескалась от времени блестящая масляная краска. А с часами, представьте себе, ничего не произошло. Разве что потускнел циферблат, и маятник стал не такой блестящий, как раньше. Они по-прежнему висели на своем месте и по-прежнему неторопливо постукивали. Так, 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 как и 100 лет тому назад. Каждые полчаса они мелодично звенели. Напоминая окружающим, что время идет. И нельзя терять ни минут. Маленький мальчик Федя ходил по этим часам в школу и никогда не опаздывал. Но в один прекрасный день мальчику подарили ко дню рождения ручные часы. В отличие от стенных, они ходили очень быстро. Так. Не так, говорили стенные. Не так. Тараторили в ответ ручные. Не учите, сами знаете. И они шли, как хотели. И частенько показывали неверное время. Не лгите, говорили стенные часы. Не учите, отвечали ручные. И они то спешили, то отставали. Совсем как сам Федя, который спешил в кино и отставал по географии. Подсмеивались ручные часы. Откуда, собственно, вы знаете, что так, а что не так? Так. Вопрос понятен, отвечали стенные часы. Дело в том, что мы живем в этой комнате уже 100 лет. И за это время научились разбираться, что так, а что не так. Ерунда. И ручные часы по-прежнему то еле плелись, то бежали во всю прыть. И эта беготня продолжалась с утра до позднего вечера. Эй, вы там на стенке, попробуйте за нами угнаться, а? Что, старость не рада? В конце концов, маленькие часы до того запутались, что сами не знали, в какую сторону идти. Они остановились и робко спросили: скажите, пожалуйста, который час? Ровно 3 часа. Нашему Феде пора садиться за уроки. С тех пор маленькие часы поглядывали на стенные. Интересно, который час?
не ошиблись ли мы? А большие часы тоже, в свою очередь, поглядывали на маленькие. Так, 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 так. Куда вы спешите? Не торопитесь, успеете. Так, 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 так. Ну, не отставайте, подтянитесь, идите в ногу со мной. Так, так, так. И маленькие часы в припрыжку бежали за большими. Так они научились правильно ходить. Ведь это очень важно — ходить правильно, ногу со временем. Всегда хорошо знать, куда ты идешь. Не спешить и не отставать, как большие стенные часы. Так. Ну, Кузя, надеюсь, теперь ты не станешь мне говорить «не учи», а? Так. Спят усталые игрушки, мишки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай, должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем.